Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами поговорим о перестановке мебели в нашем доме. Как сделать перестановку в доме и почему вот именно этим действием, этой практики вы сможете привлечь себе положительные энергии и изменить свою жизнь. Обязательно просмотрите это видео от начала до конца, друзья, будет очень много полезной, важной, нужной и интересной информации. Возможно, об этой информации до этого момента вы просто не знали. Прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Очень часто жизненные ситуации приводят нас к тому, что хочется все в ней изменить. И знаете, даже как-то вот начать жить с чистого листа. Дело в том, что вы можете чувствовать усталость, у вас может быть плохое настроение, постоянно вас могут преследовать неприятности, проблемы. И в вашей жизни не происходят положительные события. И, пожалуй, настало время что-то изменить в своей жизни. Поэтому вы можете заняться перестановкой мебели в вашем доме. Это внесет новизну в вашу жизнь. Но нужно помнить о том, что это также и в корне может изменить вашу судьбу. Перемены могут носить как положительный, так и отрицательный характер. А чтобы себе не навредить, нужно придерживаться следующих принципов. Перед тем, как вы затеяли перестановку мебели, нужно обязательно определиться с тем, что вы хотите изменить в своей жизни и какие проблемы вы хотите устранить или убрать. Если вы хотите поправить свое здоровье, то нужно обратить внимание на наличие острых углов в вашем доме или квартире. Даже если это и съемный дом или квартира, потому что они-то и разрушают ваши защитные силы. Мебель размещайте так, чтобы вы поменьше соприкасались с острыми углами. Например, вы сидите в кресле, которое стоит рядом с комодом. Их нужно расставить в разных частях дома. Если у вас нет такой возможности, то разделите их округлым предметом. Например, это может быть столик. Ни в коем случае не оставляйте в комнате пустые углы. Заполните их вазонами в горшках, напольными вазами. Сейчас очень много различного декора, который вы можете купить и тем самым, расставив все правильно, верно, улучшить свою жизнь. Если у вас бессонница, то обратите внимание на то, как стоит ваша кровать. Правильное положение изголовьем к стене и подальше от окна. Если по бокам кровати отсутствуют тумбы, то их нужно приобрести, иначе недопонимания в семье не избежать. Причиной проблем в семье может мебель, которая стоит у вас по центру комнаты. Это не дает возможности свободно перемещаться положительным энергиям. В таком случае нужно переставить ее вдоль стены. Если мы заглянем в нашу кухню, то в кухне нужно поступить так же, как и в гостиной. Освободить центр кухни, иначе ссоры никогда не покинут ваш дом. Если вы сделаете перестановку на кухне, даже незначительную, то вы сможете избежать финансовых проблем. К примеру, холодильник и плита не должны никогда стоять рядом, их нужно разделить хотя бы табуреточкой. Бытовые и греющиеся предметы должны находиться на расстоянии друг от друга. Особое внимание уделите обеденному столу, потому что он ни в коем случае не должен стоять у двери. Большое скопление подушек, пледов, одеял
То есть вот нефункциональных вещей, которые загромождают у нас пространство и тем самым делают беспорядок и загрязняют энергетические потоки. И они не позволяют обновляться и перемещаться светлым энергиям. Поэтому от лишнего лучше избавиться. Во время перестановки нужно обратить внимание на свое рабочее место. Рабочий стол в комфортном месте, окруженный удобными полками, может поспособствовать вашему вдохновению. Если на данном этапе жизни вы испытываете финансовые трудности, то для того, чтобы от этого избавиться, вам нужно переставить ваш рабочий стол к окну. Перед вами тогда откроются новые перспективы, появятся нужные идеи, реализовав которые вы сможете поправить свое финансовое положение. При этом не забывайте о том, что подоконник – это сакральное место в доме, и он не должен быть заставлен какими-то папками, бумагами, книгами, так как это все будет мешать проникновению в дом положительных энергий. Также и касается вашего рабочего места на работе. Ваше окно также никогда не должно быть заставлено непонятно чем. Максимально это цветы. Возможно, как какие-то украшения декора, но ни в коем случае не делайте окно дополнительным местом для увеличения вашего всякого рабочего хлама. А вот если в ванной комнате провести незначительную перестановку, выбросить ненужный хлам в виде баночек из-под крема и различного рода бутылочек, то это позволит получить вам удовлетворение. Переставляя мебель, вы не должны забывать главное – она не должна перекрывать потоки естественного света. Перестановка мебели позволит вам добиться положительных результатов. Ваши мысли отвлекутся на другие жизненные моменты. При перестановке вы избавитесь от вещей, которые вызывают у вас тревожные и негативные воспоминания. Выбросите старые, поломанные и ненужные вещи и освободите пространство, где вам будет легко дышаться и передвигаться. Перестановка мебели в доме – это идеально для перезагрузки нашего сознания. Те впечатления, которые вы получите от перестановки, позволят вам освободиться от накопившегося негатива, всевозможных неблагоприятных мыслей, а физические нагрузки заставят ваши мысли по-другому работать. Поэтому, чтобы получить новые положительные эмоции, вам достаточно разменять местами имеющаяся у вас мебель. Для того, чтобы изменить пространство, не обязательно покупать новую мебель. Вполне достаточно воплотить в жизнь несколько идей. Например, разделить комнату шкафом или перегородкой, переставить диван на другое место, купить недорогие интерьерные предметы и так далее. Все зависит от вашей фантазии и желания действительно что-то изменить в своей жизни. Потратив незначительную сумму денег и времени, вы поймите, что вы тем самым избавитесь от однообразия ваших будней. Вы сможете сменить энергетические потоки и даже сможете улучшить себе настроение. А для возвращения счастья в семью, укрепления здоровья, улучшения настроения нужно не просто провести перестановку, а соблюсти, как видите, определенные законы, которые были прописаны еще нашими предками. И тогда вы получите не только положительные впечатления, но и сможете привлечь в свой дом благополучие. Поэтому перестановка мебели в квартире или в доме – это первый шаг к изменениям в жизни. Не стесняйтесь менять мебель местами, что-то добавлять в свой интерьер, в декор. Это, во-первых, вам будет поднимать настроение. Во-вторых, когда вы добавляете какие-то элементы, вы понимаете, что здесь вам нужно убрать, здесь нужно перебрать, а здесь, например, вам нужно половину повыбрасывать, потому что вы хотите что-то изменить. Тем самым вы уже меняете энергетические потоки. Как вы видите, все достаточно просто, только должны вы сами этого желать или хотеть. Прослушав это видео и знаете, ну ладно, пойду я это сделаю, это не работает. Вы должны сами вдохновиться и начать этим заниматься. И тогда
обращаю ваше внимание, что в вашей жизни появятся новые потоки. И эти потоки смогут привлечь новых людей, новых событий, новые какие-то изменения в вашей жизни. Только когда начинают приходить вот эти изменения, пожалуйста, не бойтесь их. Потому что многие люди почему-то всегда спрашивают, а когда у меня наступит изменение, а когда у меня будет это, а когда у меня будет то. Но почему-то в голове у людей еще они предполагают, что у них такая картинка, что раз им позвонил прямо сам работодатель и пригласил на высокооплачиваемую работу. Нет, так не бывает. Вам нужно как минимум, например, взять, почитать журналы, газеты, обновить какие-то свои знания, посмотреть, что сейчас на рынке труда предлагается, и начинать искать, не бояться этого. Только вы сами источник вот того вот вдохновения и изменения в вашей жизни. Не бойтесь, даже если ваши друзья, знакомые, родственники говорят о том, а зачем это тебе надо, это все ерунда, у тебя ничего не получится. Если вы видите цели, вы знаете, что вы можете работать на высокооплачиваемой работе, почему бы и нет. Не ставьте никакие рамки или не говорите, что я пенсионер на пенсии, что я могу. Вы знаете, есть люди, которые на пенсии и даже в нашей стране ездят по миру, путешествуют, общаются с интересными людьми, при этом даже не зная иностранных языков. Представляете, как это возможно? И все возможно, только не ограничивайте себя и не плачьте, что у вас одна пенсия. Вы сами этого хотите, вы этого и получаете. Увеличьте свои границы, посмотрите, что бы вы хотели, и начинайте двигаться к цели. Потому что, когда вы начинаете двигаться к цели, вы начинаете развиваться, и вы начинаете понимать, к чему вы можете новому прийти. А ритуалы, практики, обряды, это вас будут подталкивать и те энергии быстрее реагировать на те или иные события в вашей жизни.